здравствуйте. Меня зовут Лоренцо, и я координирую онлайн-программы в North York Community House. Кто мы такие? Мы – общественный центр, который занимается с newcomers и жителями района North York по Toronto больше 30 лет. Что мы делаем? Мы предлагаем большой выбор различных программ, которые помогают детям, молодым людям, взрослым и пожилым людям поселиться, преуспеть и обрести чувство общности в их новой жизни в Канаде. Добро пожаловать в новую видеосерию «Новые навыки и хобби моего золотого возраста». Герои этой видеосерии – наши seniors в North York Community House. Давайте узнаем, какие навыки они решили получить или с какими новыми хобби они решили познакомиться во время пандемии. Вы готовы? Поехали! Всем здравствуйте! Здравствуйте, Алла и Борис. Как у вас дела? Спасибо, все хорошо. Спасибо. Нормально. Отлично, отлично. Итак, Алла и Борис – участники некоторых программ в North York Community House. Борис, начнем с вами. Как вы решили провести время последние 2 года? Ну, последние 2 года, понятно, были непростыми для всех, и антиковидные ограничения коренным образом, конечно, изменили жизни всех людей на этот период. Но в первую очередь хотелось бы сказать большое спасибо таким организациям, как Хаб, Чайс, Бернард Бертель Центр, которые оказали неоценимую помощь людям вот нашего возраста в этот период. Они организовали онлайн-программы по компьютерной грамоте, по йоге и физическим упражнениям, по разговорные еженедельные циклы с великолепными волонтерами и даже обеспечивали компьютерами в период. Вот. Ну и поскольку в этот период, в период строгих ограничений антиковидных, мы были изолированы, должны были быть изолированы дома, мы много использовали компьютер для общения через различные мессенджеры. Да. Вот. В период строгих ограничений мы заказывали продукты или необходимые лекарства онлайн и старались также помочь и нашим соседям, кто в этом нуждался. И еще мы старались каждый день, если это позволяла погода, мы старались на 1 час выходить погулять. Вау, здорово, здорово. Я стараюсь, но не каждый день, но стараюсь. И, Борис, было трудно заниматься компьютером и так далее для вас? Это было трудно или, окей, это Ну, легко? я не скажу, что было трудно. Мы, поскольку имели уже определенный опыт, но мы развивались. Вот используя эту технику, мы развивались и были более уверены во владении этими инструментами. Хорошо. И, Алла, а вы, как вы решили провести время? Ну, я хочу сказать, что я, конечно, занималась тем же, что и Борис, то есть я занималась английским, и это был conversation circle, и это была большая нам подмога, потому что мы лишены возможности разговаривать по-английски. Конечно же, мы дома разговариваем по-русски, и поэтому, значит, вот эти наши занятия, они нам помогали развязать язык, помогали не забыть то, что чем мы до этого занимались. В школе учились, да. И я хочу сказать, что еще мы много чего делали. Это, конечно, мы слушали лекции. Это были лекции, вот, например, в Хабе, самые разнообразные. Например,
например, вот я очень благодарна, есть такая социальный работник Марина Новинская, она там организовала кучу всяких лекций для людей разного возраста, в том числе и для пожилых людей. Например, была очень сильно полезная лекция, как вот оформлять документы для подачи на пенсию, или как это называется. Окей, да. Мы очень сильно нуждались. Вот. Или там у нас были по Zoom экскурсии, да, вот, мы ходили виртуально, были в арт-галерее, мы были... Виртуально? Виртуальный тур? Да, виртуальный тур с экскурсоводом. Мы были в Национальной галерее Канады в Оттаве. Мы видели музей Баумтауна в Оттаве. Очень сильно, очень интересный исторический музей. И мы узнали, что первое название Оттавы это Байтаун. Байтаун – это человек, который помог становлению и развитию Оттавы. Да. Я не знал. Да, кроме того, мы были виртуально, была очень хорошая экскурсия в дом-музей первого мэра Торонто, Вильяма Лайона Маккензи. И это тоже исторический музей, который не просто рассказывает о жизни Маккензи, но и еще это исторический музей, который показывает быт дома викторианской эпохи. Я могла бы много рассказать вот таких экскурсий, и это было замечательно, потому что сама бы я, может быть, даже и не знала про эти музеи долго. А сейчас, вот, когда уже можно начать будет ходить, мы уже пойдем и посмотрим уже вот так их просто. Значит, мы смотрели фильмы на английском языке, мы слушали онлайн-концерты, оперы. Вот. И, в общем, так сказать, мы старались вести наш образ жизни таким, каким он был до этого времени. И я даже хочу сказать, что мы так привыкли к Zoom, что сейчас, когда нас спрашивают, вы хотите заниматься онлайн или вы хотите face-to-face? И я лично написала, что я готова онлайн. Меня это правда? Серьезно? не устраивает, да. Здорово. Тогда, Алла, как вы чувствуете себя после вы посещали курсы и так далее? Как ваше настроение? Вы знаете, что все эти курсы очень сильно повышают настроение, очень сильно, потому что это время, особенно вот, видимо, для нас, для пожилых людей, мы лишены общения. Мы лишены общения, мы вот вдвоем и все, мы даже в коридор, в общем, старались особо не выходить. И поэтому, вы знаете, я просто поражена, насколько замечательные работники вот этих всех социальной сферы. Вот я уже говорила про Марину Новинскую. К ней ходишь просто, знаете, вот как будто вот как за настроением. Вот придешь, и сразу человек улыбается, сразу человек старается тебе помочь. И ты понимаешь, что ты не один, и что ты, в общем... И это все можно было делать и по телефону, и онлайн, и имейл. Вот. Кроме того, наша замечательная совершенно тренер у нас Вероника, которая, она совершала вообще чудеса, потому что она с каждым работала, она спрашивала нас всех, кому, что, как подходит, не подходит, если она чувствовала или говорили, что что-то не так, она занималась в этот момент с ними больше. В общем, она ловила все наши движения души и тела, и спасибо ей большое. Таня Прокудина, совершенно замечательно. Знаете, я ценю профессионализм в людях. Чтобы такая была душевность, чтобы такое было вот прям трепетное к нам отношение, я честно говоря, у них же тоже свои жизни, свои проблемы. Нет. Адреналин тоже. Адреналин, они готовы приехать домой и помочь с компьютером. С компьютером. Серьезно? Они предлагали, замечательно. Да, говорят, хотите в дома, хотите на улице где-то. В общем,
Да, поэтому это просто удивительные, хотел сказать девочки, но для нас они девочки, вот, работает. И спасибо им большущее, потому что вот это самое главное, что мы не потеряли себя, мы не потеряли физическую форму, мы ментально, в общем-то, вполне нормальны. И мы приобрели вот новых друзей. Да, да. А как, и как вы сказали, мне кажется, что это вторая семья, маленькая семья с друзьями. Да, и у нас таких семей появилось несколько, потому что мы и английским занимаемся, там тоже люди очень интересные, и волонтеры великолепные, образованные, с ними приятно, интересно. Темы придумывали всякие разнообразные, поэтому всем, с кем мы познакомились, встретились, всем большущее спасибо. Спасибо тому, кто это все организовал. Да. И спасибо тем, кто изобрел Zoom. Да, обязательно. И, Борис, как вы чувствуете себя после вы посещали курсы и так далее? Как ваше настроение? Да. Ну, это было еженедельные, поэтому приходилось готовиться, как-то это заставляло собираться, и в конце концов это имело положительный эффект, конечно. Потому что не всегда, может быть, и есть настроение, хочется, но ты себя заставляешь, и это обязывает тебя, и это тоже положительный момент во всем этом деле. Мне это нравится. Приятно слышать. Ну, и последний вопрос, Борис, что бы вы порекомендовали нашим зрителям? У вас есть совет? Ну вот, если речь идет о людях нашего возраста, да. В первую очередь я считаю, что надо стараться быть самодостаточными, чтобы не напрягать окружающих, родственников, друзей и высоким слогом государства, чтобы все это можно было, чтобы как можно дольше ты мог это делать сам. Да. Согласен. А вы, Аля, у вас есть... Я немножко в другом ключе хочу сказать. Я понимаю, что понимаю, что много людей нашего возраста и старше, есть такие, которые даже на улицу не могут выйти. Есть такие люди, правда же? И поэтому мне кажется, что вот то, что нам сейчас предлагают, надо всем этим заниматься, всем, потому что это наполняет нашу жизнь смыслом, и это делает нашу жизнь гораздо богаче. И поэтому я всем советую, и тем, кто хуже себя чувствует, и хорошо себя чувствует, и кто еще не начал заниматься, я советую всем когда-то начать, вот просто начать. И вы получите, и люди тогда, те, которые тоже будут вот так посещать все эти мероприятия, они найдут в себе много друзей новых, они поймут, что вокруг нас много прекрасных, теплых людей, которые вот для нас кажется, что они прям вот для нас живут. И от этого становится легче жить. Потому что бывает, конечно, ситуации, когда хочется на кого-то опереться. Вот. А эти люди, вот все, которые работают, с которыми мы повстречались, они все предлагают свою помощь. Всегда. И, вот, так что я вот хочу сказать, что просто большой мой совет – начинать ходить виртуально, не виртуально, как угодно, но искать свое место в этой жизни вот тут, чтобы не отрываться от реальной жизни. А мне очень нравится ваш совет начинать, а потом посмотрим, как будет. Конечно. Але, Борис, спасибо большое за беседу. И для наших зрителей, как ваше мнение, напишите в комментариях, как вы
провели время последние 2 года, вы тоже позанимались компьютером, английским языком, напишите в комментариях. И спасибо большое, Али Борис. И вам спасибо вам, и вам большое, удачи. Лариса. Спасибо. Пока-пока. Всего Пока-пока. доброго. Bye. Bye-bye.